Добро пожаловать на новый мастер-класс. Это Катя Ли. Сейчас мы свяжем вместе с вами вот такой чехол для помады. Вяжется очень быстро, буквально 10-15 минут. И самый главный вопрос, наверное, сейчас по пряже. Буду использовать корейскую пряжу, которая вот похожа на лакированную кожу. Она даже подписана как кожаная коллекция, поэтому выглядит так очень интересно и необычно. Если вдруг вы хотите заказать такую же, оставлю ссылку в описании. Магазин делает доставку в разные страны, поэтому вы тоже сможете заказать. Крючок буду использовать поменьше, чтобы вязка получилась плотной. У меня крючок 2,5 мм, в Корее это номер 4. Также, чтобы нить не распускалась, будем использовать зажигалку. Можно подпалить концы, и она хорошо расплавится. Этот чехол можно использовать на абсолютно разные помады, а количество рядов будет регулировать совсем просто. Техника точно такая же, просто можете довязать ряды или наоборот убавить, если у вас какая-то короткая или длинная помада, блеск. Вязание начинаем с кольца амигуруми. В последнее время привыкла делать 2 оборота. Так крепление получается сильное, нитку начальную несложно заправлять, поэтому можете тоже сделать 2 оборота. Теперь подхватываем рабочую нить и протягиваем ее в это кольцо. Провязываем первую петлю, затягиваем и теперь провязываем столбик без накида в это же кольцо. Первый столбик без накида провязан, теперь нужно набрать 6 воздушных петель. Вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Теперь в это же кольцо столбик без накида. Нужно повторить вот такие дуги. У нас их должно получиться 5, но последняя немного необычная, поэтому не пролистывайте этот момент. Сейчас вторая вот такая дуга, как цветочек, лепесток. 5, 6. Снова столбик без накида в это кольцо. Провязываем. Снова 6 воздушных петель. Повторяем. Встретимся на 5-м последнем лепестке, поэтому вам надо провязать всего 4 лепесточка. Показываю немного ускоренно. Встретимся, когда вы довяжете 4 лепестка. Пересчитайте. 1, 2, 3, 4. 5-й. Провязываем 3 воздушные петли, то есть половину лепестка, а половина лепестка будет состоять из одного столбика с накидом. Сначала затягиваем сердцевину, потянув за хвостик. Плотно все затянули. Теперь делаем накид. И в самый первый столбик без накида провязываем столбик с накидом. Так и у нас получится последний лепесток. В каждом ряду последняя эта дуга, лепесток, будет состоять из 3 воздушных петель и 1 столбика с накидом. Второй ряд сразу начинается с столбика без накида, который провязывается в эту же первую дугу. Далее прикрепить маркер обязательно, чтобы не пропустить, где у нас начало ряда. Маркер за этот столбик без накида. Далее 6 воздушных петель, чтобы сформировать первую дугу в этом ряду. Столбик без накида будем провязывать в следующую дугу. Провязываем. Далее 6 воздушных петель. Точно так же все в каждую дугу провязываем 6 воздушных петель. Все по кругу повторяем. И самая последняя дуга, еще раз покажу, как провязывается. Так, провязана вторая, сейчас третья. Также фиксируем столбик без накида. 4-я, также столбик без накида. И остается последняя. 3 воздушные петли и столбик с накидом, который закрепляем за самый первый столбик без накида, где маркер. Провязываем, и у нас ряд завершается. Второй ряд готов. Таким образом надо провязать всего 8 рядов. Если у вас помада длинная и вам захочется увеличить размер, то, конечно, можете добавить ряды, все вяжется точно так же. Последний ряд чуть-чуть будет отличаться, поэтому давайте сейчас покажу, как вяжется 9-й ряд. Итак, 8 рядов у меня провязаны. Снимаю маркер, провязываю здесь столбик без накида в первую дугу, это пока как обычно. Следующее, чтобы сформировать дугу, провязываю 5 воздушных петель, то есть последний ряд нам нужно немножко сузить. 5 воздушных петель, также закрепляю следующую дугу столбиком без накида, и так до конца ряда. Даже последняя дуга у нас тоже состоит из 5 воздушных петель, сейчас покажу. Так, это 3-я дуга, 4-я, и теперь последняя осталась. Провязываем 5 воздушных петель,
И будем прикрепляться соединительным столбиком к самому первому столбику без накида, там, где у нас маркер. Закрепляемся, соединительный столбик, и остается провязать длинную петельку. Здесь набираю 57 воздушных петель. Также здесь можете уже регулировать по своему желанию. Можно сделать более длинную или короткую эту петлю. Поэтому набираем петли. И сейчас будем закрепляться в то же место, откуда мы начали вязать. Также соединительным столбиком. Просто вставляю крючок, соединяюсь, вытягиваю длинную петлю и обрезать ножницами. Теперь можно заправить с внутренней стороны. Можно с помощью иглы. Я делаю это тем же крючком. Можно взять даже крючок поменьше. Пропускаем эту ниточку под соседними петлями, и останется самый короткий хвостик опалить с помощью зажигалки. Делайте это аккуратно, чтобы не обжечься, но это поможет не распуститься нитки. Сама эта синтетическая нить покрыта такой пленкой, поэтому с помощью зажигалки она хорошо расплавится, и можно не переживать, что он распустится. На этом мастер-класс я завершаю. Надеюсь, вам понравилось и у вас все получилось. При желании можно выбрать любую другую пряжу. Принцип работы, думаю, стал понятен. Вяжется как авоська, здесь ничего сложного нет. Буду рада вашим комментариям. Можете делиться фото, отправляйте ваши работы в других соцсетях. Буду рада с вами пообщаться. И до новых встреч!